В режиме видеомоста президент России участвовал в закладке нового атомного ледокола под названием в годовщину 80-летия Победы со знаковым названием «Сталинград». Насколько это важное событие для Атомфлота и как вообще наш ледокольный атомный флот чувствует себя спустя, наверное, сколько? Больше 60 лет после спуска на воду первого Ленина. Ну, на самом деле событие знаковое уже хотя бы потому, что вот 18-го церемония закладки, 19-го годовщина начала Сталинградской битвы. Всем нашим дорогим нетрадиционным партнерам из Европы отдельный привет. Не первый ледокол серии 222-20, она же ЛК-60, 60 мегаватт мощность на валах. Самые мощные ледоколы на планете, уникальный Росатомфлот, нигде ни у кого ничего подобного нет. Опять же, Дональду Фредовичу с его двумя ледоколами, один из которых база запчастей, тоже большой привет по этому поводу. Событие действительно серьезное, потому что планы, проекты наращивать не только наши внутренние перевозки, но и международные, с тем, чтобы акватория Северного морского пути стала центральной частью большого трансарктического международного коридора. Понятно, что работы много предстоит. Понятно, что все, что вокруг России происходит на международном, так скажем, треке, не способствует, думаю, во многом так называемые санкции были причиной того, что не удалось выполнить поручение президента. В 2025 году у нас грузооборот должен, в 2024 году грузооборот должен был быть 80 миллионов тонн годовой, но получилось порядка 37. С одной стороны, это грустно, с другой стороны, те, кто немножечко следит за арктической темой, помнят, что рекордная отметка советского времени 7 миллионов тонн. То есть это пятикратное перекрытие. На самом деле для Арктики это фантастика. Но работать и работать еще. Если говорить про строительство, то помимо начавшейся активной фазы строительства Сталинграда в 2024 году, в январе прошлого года, начато строительство атомного ледокола «Ленинград». И отдельно мне, например, приятно, что мы не боимся называть вот такие названия использовать. У него сейчас готовность оценивается на 20%, и по плану в декабре 2028 года он войдет в состав Росатомфлота, будет принят в эксплуатацию. По Сталинграду сейчас, конечно, точной информации еще нет, но ориентируется на после 2030 года. Я на всякий случай напомню, как выглядит на день сегодняшний состав Росатомфлота по атомным ледоколам. Малые, так называемые, речные, вот такого варианта, который сейчас есть у ЛК-60, что он двухосадочный, то есть есть емкости, которые можно наполнить воздухом и войти в наши сибирские реки. Вот в советские времена ничего подобного не было. Двухосадочный ледокол, тогда это было слишком, наверное, смело. Поэтому есть ледоколы, которые предназначены специально для работы в устье Енисея, в устье Оби, мелкосидящие Вайгач-Таймыр. Они уже в возрасте, это уже настоящие ветераны, 89-90 годы, начало их трудовой деятельности. И, соответственно, это намек на то, что их нужно будет тоже проводить достойно на пенсию и ввести что-то новое. Так что вряд ли на этом серия заканчивается. Более крупные атомный ледокол Ямал в 1993 году, и после большого перерыва, такого, если смотреть на биографию Росатомфлота, то лихие 90-е видны очень хорошо. Атомный ледокол 50 лет Победы удалось достроить только в 2007 году. Ну и начало вот новой эры, оно как-то арктическое, совпало с тем, что Росатомфлот, ну, или уж, если точнее, конечно, главная корпорация Росатом стала оператором Севморпути, она не отвечает за добычные проекты, но все, что касается навигации, все, что касается ледовых проводок, некоронованный король Арктики в строю.
И можно смотреть, как это выглядело по годам. Головное судно «Арктика» 2020 год. И дальше год за годом. В 2021 году Сибирь, в 2022 году Урал, в 2024 году, совсем недавно, Якутия, Чукотка, которая тоже уже и идет вовсю. Спуск на воду в ноябре прошлого года состоялся. То есть флот пополняется. И, конечно, хотелось бы больше информации иметь по совсем новому ледоколу класса «Лидер», он же ЛК-120, то есть в 2 раза более мощный. Строится он на на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, но информации почему-то оттуда поступает совсем немного. Если Балтийский завод уже привык рассказывать и показывать, как строятся атомные ледоколы, тем более, что сроки строительства потихоньку снижаются, это стало уже серийным таким изделием, то вот оттуда летняя информация о том, что Росатом соответствующие реакторы ритм 400, в 2 раза более мощные, чем ритм 200, используемые на действующих ледоколах, изготовил, отгрузил. А вот новостей со стапелей господа судостроители сурово молчат. По плану 2030 год ледокол «Лидер», его технические характеристики позволяют проходить льды толщиной до практически 6 метров, 5,8 метра. Это фантастика. Это практически в 2 раза больше, чем вот у 222-20. Да, но 222-20, вот у нас есть, условно, акваторию Северного морского пути можно разделить на восточную и западную части. Граница по бывшей столице Арктики Диксону. То есть вот, все, что происходит в западной части акватории, от Мурманска до того самого Диксона, практически круглогодичная навигация уже достигнута. Вообще никаких проблем нет. Ледоколы ЛК-60, 222-20, это льды толщиной до 3 метров. А вот все, что происходит восточнее, там еще более тяжелые льды. И вот сейчас у нас, собственно говоря, летняя-осенняя навигация завершена. Будем ждать итогов. Будет ли достаточно одного лидера? Там, где-то у меня в ухе назойчиво продолжает назойливо жужжать глобальное потепление. Льдов все больше, и они все сложнее. Будет ли достаточно одного? Я напомню, что был достаточно долгий диспут с Министерством финансов, что финансировать. Изначально предполагалось, что атомных ледоколов класса «Лидер» будет 2. Теперь решили остановиться на одном, но увеличилось количество ЛК-60, то есть перебросили финансирование сюда. Ждем то, что восточный маршрут нам все важнее и важнее мы видим в течение этого года, в течение последнего полугодия, я бы так сказал, когда грузы СПГ уходят в Китай напрямую, минуя всех посредников, уже не только с Ямал-СПГ, но и с арктического СПГ-2 проекта «Новотека». Отдельная была история, все подсанкционное, но грузы Китаю нужны, они идут. При этом тут на днях какая-то из западных газет, западных СМИ, из холдинга один Bloomberg сказал, сообщили, что вот Китай покупает СПГ со скидкой. Звучит грозно. А со скидкой по отношению к чему, господа? К вашим европейским ценам? Но у вас в Европе цены определяет биржа. У вас нет здесь единой цены. У вас есть TTF, и как там сложилось, так сложилось. Так к чему скидка? Китай и Россия традиционно работают по газу с нефтяной привязкой. Нефть в этом году с самого начала года дешевле, чем была в прошлом году. Котировки снизились. ЛАГ 9 месяцев. Да, сейчас СПГ, да и трубопроводный газ, наверное, подешевел для Китая в долгосрочных контрактах. Но какое отношение вы ко всему этому имеете, господа критики? И хочу напомнить, что то, что Росатом является оператором Севморпути, это значит, что не только атомные ледоколы в строю, надо обслуживать тот же порт Сабетта, и по соглашению Новотека и Росатома 2016 года
появился проект «Портофлот», отдельный такой. Это уже 3 ледовых буксира, обслуживающие танкеры-газовозы, и это портовый ледокол. Они в строю, и не исключено, что будут увеличиваться, потому что, полуостров Гадан рядышком, через Обскую губу, но там тоже необходимо будет работать. Так что, может быть, и отсюда, с этой стороны, новости тоже будут поступать. С учетом того, как работает Ямал-СПГ, то есть, когда 100% загрузка, это 39 танкеров-газовозов в месяц. То есть, ежедневная работа безостановочная. Так что с этой стороны тоже, я думаю, от Атомфлота мы услышим новости. Не исключено, что они будут связаны, как ни странно, с Крымом. В Керчи потихоньку начинает восстанавливаться былое судостроение, а уровень там более чем достаточный, в том числе и единственный на планете атомный нефтепровоз Севморпуть тоже построен в Керчи. Так что будем надеяться, что вот такие традиции тоже будут возвращаться. И, конечно, отдельного внимания заслуживает одно из немногих сейчас в России федеральное государственное унитарное предприятие со сложным названием «Гидрографическое предприятие». По названию понятно, что это навигационное обслуживание Севморпути, это изучение условий прохождения, дно, лед, погода, вот это все кто-то должен обеспечивать. Разрешение на проход по акватории Северного морского пути теперь уже нет этой системы 2 ключей. Отдельное разрешение от Росатомфлота, отдельное разрешение от Минтранса. Вот, все сейчас в одних руках. И не просто так в составе Росатома главсев Севморпуть снова есть. Начиная с 2016 года пошли разговоры о том, что и дноуглубление тоже должно войти в круг обязанностей гидрографического предприятия, и вроде бы даже планы уже сверстаны, но потребность к 30 году не менее 11 судов дноуглубления плюс обслуживающий флот, всевозможные специализированные баржи и так далее. Время от времени разговоры об этом уходят куда-то вправо. Совсем недавно прошла новая встреча президента России с руководителем Министерства транспорта господином Никитиным. И Владимир Владимирович напомнил, что вот эту тему оставлять нельзя. Да, у нас выполнялись дноуглубительные работы для Сабетта, для утреннего, но выполнялись они за счет европейских подрядчиков. Разумеется, эти суда ушли. Теперь вот надо думать, что делать. Будем надеяться, что про эту проблему не дадут забыть. И будем надеяться, что Минтранс общими усилиями с Росатомом, с судостроителями нашу эту проблему решать будут. Да, понятно, что земснаряды, работающие в Арктике, не самый простой флот. Не очень понятно, как с загрузкой. Потому что если работать по дноуглублению только в Арктике, это получается, что есть 3-4 рабочих месяца, а потом достаточно дорогие суда, но они не должны стоять просто так. Значит, нужно будет верстать какой-то план, наверное, и по дноуглубительным работам в наших реках. Вот я в этой ситуации себя дополню. Я несколько дней работал как раз на транспортной неделе России. И там, конечно, про Северный морской путь было несколько панелей, несколько секций. И основная мысль, которая сейчас изучается нашим Росречморфлотом, это увеличение, продление сроков и Северного морского завода, и работы именно морского транспорта в устьях наших рек, особенно по северу. То есть я думаю, что и ледоколы, и земснаряды будут использоваться, как минимум, скажем так, рассматривается вопрос о расширении сроков, так что здесь мы с тобой, я думаю, не правительство, а как раз таки предсказатели той работы, которая есть. Это здравая логика подсказывает. Так или иначе, Россия осваивалась по рекам, значит, грузооборот в наши реки нужно вернуть. Тогда и РЖД будет полегче, ей нелегко, у нее нет конкурента. Явно скучает по нему. Напомню, что у нас по итогам прошлого года грузооборот по нашим рекам достиг целых 10% от того, что было в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Там зазор большой.
Это и дноуглубительные работы, это и сам речной флот, это все гидротехнические сооружения. Когда у нас весной, не дай бог, чтобы повторялось и в дальнейшем, но подтопление и наводнение, это, разумеется, связано с тем, что гидротехнические сооружения кому-то надо содержать в порядке. Кто бы что бы ни рассказывал про костную плановую экономику, там решение было до предела простое. Вам нужно возить грузы по рекам? Вот будьте добры, занимайтесь дноуглублением, занимайтесь дамбами и так далее. И было вполне стройненько. То есть сейчас эту систему удастся возродить или нет, хотелось бы. Ну, вот я тебе скажу, что половина панелей, наверное, на транспортной неделе как раз касались именно развития морского транспорта России. Это и пассажирский, конечно, но основа это грузовой, и, насколько я помню по цифрам, по-моему, в советское время перевозилось порядка 60 миллионов тонн грузов по рекам. Сейчас, по-моему, вот насколько я могу, конечно, ошибаться, речь шла про 7 миллионов. Вот, 10%. Ну да, вот порядка 10%. Ну, будем надеяться. Это, на самом деле, вот то, что происходит с РЖД, мы видели. Одно время были очень высокие тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов в восточном направлении. На два наших нефтеперерабатывающих завода шла сырая нефть с цистернами. На моменты их ремонта нефтепродукты, и было дорого. Когда в 2019 году Транснефть, вопреки всему, вопреки всем положениям, на 10 лет раньше завершила строительство магистрального нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан, грузы ушли. И РЖД выяснило, что для того, чтобы грузы вернулись, надо немножечко с тарифом подумать. Вот. Это такое полезно, подумала, да, сейчас конкурировать на равных с Транснефтью получилось. Верните речной грузооборот, и РЖД найдет массу резервов в своих недрах. Наличие конкурента всегда полезно, чтобы не засиживаться, не чувствовать себя полнейшим властителем дум и планов всех. Так что будем надеяться, будем рассчитывать. Ну и вот ты упомянул Керченский судостроительный, и как раз во время транспортной недели пришло сообщение о том, что правительство России приняло решение придать статус Мариупольскому порту, статус международный, открыть там пограничный пункт. И вот мы как раз с министром транспорта Донецкой Народной Республики беседовали на эту тему, и он очень рассчитывает на то, что как раз Мариупольский порт добавит экспортного потенциала России. В Мариуполе удивительным образом уцелел судоремонтный завод, который вполне, мне кажется, можно сделать и превратить в судостроительный или расширить его. В Азово-Черноморской флотилии во времена Советского Союза 220 грузовых судов, не считая пассажирских. Так что, ну и, конечно, надо отодвигать вот эту ленточку так, чтобы небо было ясным и чистым. Чем дальше, тем лучше. Ну, здесь, да. Но это мы уже ушли куда-то совсем вдаль. Но это то, что я называю энергетикой не только. Но это энергетика не только, потому что на самом деле множество запертых не только энергетических ресурсов, но и других полезных ископаемых, они ждут, когда появится возможность решить транспортные вопросы, а все-таки строить железную дорогу по вечной мерзлоте, ну, не самое дешевое удовольствие, а вернуть судоходство в реки, это вернуть, так скажем, возможность экономического роста всей нашей Сибири, прилегающей к Оби, к Енисею, к Лени, да и даже к славной речке Колыме. Вот. Все, что для этого нужно, возрождать речной флот. Это было бы очень здорово.